Всем респект, с вами Фиспект, человек, у которого видосы, которые совершенно не должны набирать просмотров, набирают эти самые просмотры. Я не знаю почему, но вам нравится видео про клавиатуры, а мне нравится менять эти клавиатуры, и поэтому сегодня я заказал себе новую клавиатуру, но не механику, а нечто новое. Я думаю, все вы знаете, что такое мембранка и механика, и чем они отличаются, но сегодня я решил свернуть с этой натоптанной дорожки и попробовать нечто новенькое. Клавиатура на оптических свечах от компании Motospeed. Сегодня я расскажу вам, что это вообще такое и нахуй оно нужно. И перед тем, как мы начнем, небольшая новость. Я купил себе новую камеру Sony A6400. Теперь я снимаю не на iPhone, а на камеру за 70 кусков. Я копил на это очень долго, и для меня это реально много. Также нужно накопить еще на оптику и на новый комп, чтобы монтировать видосы в 4К и апскейлить их до 1080p, чтобы картинка стала еще лучше. И как вы понимаете, такая покупка невозможна, если бы я не упускал рекламу. Именно поэтому клавиатуру я купил на сайте BZ Future. Сайт с огромнейшим ассортиментом около ПКшных и геймерских продуктов, начиная от пакета Office и Касперского, заканчивая вот такими вот сборками, где есть полностью розовые девайсы с ушками. Плюс этого сайта в том, что здесь есть те лоты, которых на других сайтах просто нету. Например, клавиатура, о которой сегодня пойдет речь, Motospeed SK80 в Pro варианте, вот в такой вот градиентовой раскраске, на Алиэкспрессе тупо нету. Ну или, например, LED-панели, которые я очень давно хотел заказать для создания фона видео, я их искал, не нашел, а здесь они, вот тебе, пожалуйста, на главной странице. В общем, если тебя заинтересовало, где найти ссылку, ты знаешь. Сайт реально неплохой, если нужно что-нибудь такое эксклюзивненькое. А сейчас у нас обзор на клавиатуру Motospeed SK80. Это переход, короче. Пожилая распаковочка. Почему пожилая? Потому что снята была 2 недели назад на iPhone. Мне же как-никак нужно было попользоваться клавиатурой. Я пользовался ей 2 недели, именно в этот промежуток времени я купил себе, собственно, новую камеру. И вы можете наблюдать, как кадры, снятые на iPhone, констатируют тот факт, что Motospeed не положили мне никаких подарочков. И это грустно, потому что я их не раз уже даже вставлял в свои БНГ, рекомендовал вам, а мне не то чтобы не платят, мне даже брелок, блять, не положили. Ладно, это все шутки. Упаковка максимально обыкновенная, хотя довольно-таки презентативная. То есть, если кому-то подарить, будет не зашкварно. Первое, на что я обратил внимание, когда ее достал, это то, насколько она серая. Вот вам для сравнения моя старая клавиатура IKB CS87. Вы сами видите, насколько она сероватая. Это довольно-таки прикольно, необычно, потому что все делают чисто черный дизайн, и это намного интереснее выглядит, чем чисто черный дизайн. Далее, на что бросился мой взгляд, так это на кнопочку. А если бы точнее, колесико, где изображен логотип Motospeed. Для чего оно нужно? Ну, во-первых, это изменение громкости вашей Windows. Во-вторых, нужно быть программистом. Информация по этой клавиатуре есть только на английском языке, а у меня вообще-то образование 9 классов, поэтому я нихуя не понимаю, о чем они говорят, но вроде бы там кто-то даже программирует ее на то, чтобы скроллить браузер. Но я в этом не уверен, и даже изменение громкости меня вполне устраивает. Это реально прикольная вещь, которой я время от времени даже пользуюсь. Колесико — это не единственная особенность этой клавиатуры. Подсветка. Я не особо котирую клавиатуру с подсветками, потому что это как-то слишком мейнстримно, и мне как-то долбит в глаза, не особо приятно. Но здесь, вот только посмотрите на эту полосу, она просто секс. Я заново полюбил клавиатуру с подсветками. Я не думаю, что в этом мире найдется человек, который скажет, что это некрасиво. Это объективно выглядит очень хорошо, и только заметьте, как оно сочетается охуенно именно с формой самой клавиатуры. Угловатый дизайн, я на полном серьезе говорю, что это самая красивая клавиатура, которая была у меня на личном использовании. Также кикапы у нас низкопрофильные, что в целом создает такой некий образ клавиатуры, которая не похожа ни на что. Но такое решение в плане кикапов — это не только дизайнерское решение, также оно несет некую практическую составляющую. Многим людям не нравятся механики, потому что они слишком высокие для руки. Как раз таки низкопрофильные кикапы частично фиксят эту проблему, но я как человек, который постоянно сидел на полноразмерной механике, честно заметил разницу, но быстро очень адаптировался и как-то никакого дискомфорта оно мне не приносит. Кстати, а не ПБТ, что значит более лучшее качество. Это значит тупо приятнее, тупо лучше. Но это на бумаге. На практике у нас получается, что да, эти кикапы ПБТ, но они просто низшего качества среди всех ПБТшек, потому что они со всякими осколами. Даже невооруженным глазом, когда ты сидишь за клавиатурой и смотришь, допустим, на пробел, конкретно видно вот эти вот заусенцы на клавиатуре из пластика. И это не совсем приятно, хотя да, можно вспомнить цену этой клавиатуры и понять, что это издержки производства и все такое, но факт остается фактом, ПБТшки здесь плохие. Звук записывается на камеру. Также не могу похвалить сборку этой клавиатуры, потому что она скрипит. Здесь также присутствует металлическая подложка, как и во всех клавиатурах дороже 2000 рублей, но дело в том, что здесь абсолютно другой дизайн. Если взять какую-нибудь среднестатистическую клавиатуру, то тут просто есть как бы корпус, он стандартный. Здесь же умудрились запихать еще светодиоды, как бы 3 слоя получается, и из-за этого происходят скрипы. Это никак не оправдывает саму клавиатуру, это лишь оправдывает ее стоимость, и как минус я обязан подметить. Но сейчас мы переходим к самому интересному, это к самим переключателям. Zeus Optical Switch.
Switch. Я могу ошибаться и наговорить полной хуйни сейчас, но, как я понял из информации в интернете, это переключатели, принадлежащие компании Motospeed, как и механические переключатели Altem. В данный момент оптические переключатели Zeus Optical Switch можно купить только в клавиатурах Motospeed SK80 и Motospeed SK700 в розовом варианте. Больше я не нашел. Чем отличается механическая клавиатура от оптической? И здесь, собственно, название говорит само за себя, но я все-таки поясню. Механика, собственно, исходя из названия, это у нас какой-то механизм. Я не буду за умными словами, поэтому существует металлическая хуевинка, которая должна замкнуть контакт и послать сигнал клавиатуре о том, что человек нажал, собственно, на эту клавиатуру. В оптической клавиатуре, в отличие от металлической залупки, существует лазер, который посылает фотоны света, и когда лазер либо перекрывается, либо наоборот открывается, в зависимости от настройки, происходит срабатывание. В этом и есть главное отличие. В первом случае у нас механизм, во втором случае у нас лазер. Ну и, собственно, против физики не попрешь, и средняя скорость срабатывания железяки составляет 1 миллисекунду. Об этом заявляют даже переключателей Cherry. В то же время как скорость срабатывания оптических переключателей 0,2 миллисекунды. Это в 5 раз быстрее, чем механическая клавиатура. И в теории в какой-нибудь игре вы должны стать в 5 раз быстрее, но на практике все немного печальнее. Дело в том, что помимо скорости самих переключателей, на скорость передачи сигнала влияют еще и другие факторы. Например, ваш USB-порт, ваша мощность ПК, операционная система, захламленность этой операционной системы. В общем, куча всяких нюансов, которые так или иначе тормозят передачу сигнала. И получается, что на бумаге вы становитесь быстрее в 5 раз, но на деле хаваете хуй с маслом, и реальных объективных тестов провести практически невозможно. Одно понятно точно, между 1 миллисекундой и 0,2 миллисекунд в любом случае вы разницы практически не увидите. Может быть, где-то там на подсознательном уровне, да, но на практике, когда еще и всякие другие факторы тормозят этот процесс, реально переплата, ну, не стоит того. Хотя, если ты ебать какая киберкотлета, у тебя очень мощный ПК, и ты видишь разницу между 240 Гц монитором и 300 Гц монитором, тогда тебе нужна оптическая клавиатура, возможно, ты даже что-то заметишь. Но для всех остальных нормальных людей оптическая клавиатура, скорее всего, понадобится для другого. Средняя продолжительность жизни механики составляет 50 миллионов нажатий, в то же время как у среднестатистической оптики это 100 миллионов нажатий. Опять же, напомню, я сейчас говорю в среднем об оптических клавиатурах, а не конкретно о своем Zeus Optical Switch, потому что про нее информации в интернете вообще нету. А также я беру усредненные значения, поэтому не нужно кидаться в комментариях тапками, типа, вот у этой клавиатуры столько нажатий заявлено, да мне поебать. В среднем вот так вот обстоят дела. Также у оптики есть еще одна особенность, так как у нее в принципе нету механизма, который бы щелкал, этот щелчок добавляется искусственно. И поэтому тут нету такого типа блюшки, хуюшки, реды, говноеды, тут просто вот есть лазер, и он в принципе не может издавать звуков. А так как все мы прогрессивная молодежь, ебать его в жопу, то мы все сидим в Дискорде, и просто пожалейте своих друзей и не щелкайте ими блюшками над ухом. Покупайте реды, ну или оптику, которая не издает звуков. Это лично мой выбор, просто совет, как бы, да. Я хочу, чтобы ваши друзья были вашими друзьями. Что по поводу самой клавиатуры Motospeed SK80. Неплохая клавиатура, учитывая, что она стоит 3700 рублей, и самая ближайшая механика на черях стоит 4000 рублей, она будет без нумпада. А здесь и нумпад, и дизайн охуенный, и колесико есть, и еще живет в 2 раза дольше, потому что это оптика, в принципе, годнота. Буду ли я и дальше пользоваться? Скорее всего нет, потому что она щелкает. А для меня это очень важный критерий, я очень много сижу в Дискорде, разговариваю с людьми, поэтому я буду пользоваться пока что своей старой клавиатурой. Но эта клавиатура мне очень сильно понравилась, потому что за 2 недели я очень сильно привык к нумпаду, на старой клавиатуре у меня его нету. Также подсветка, когда ко мне приходили гости, они говорили, ебать годнота, хотя я на это уже давно не обращаю внимания, и подсветка меня только отвлекает, хотя здесь она реально классная. Также колесико за 2 недели использования клавиатуры стало для меня не способом прибавления и убавления громкости, а что-то типа игрушки антистресса, типа спиннера. Я его кручу просто потому что прикольно. Я вам смело советую покупать эту клавиатуру, только если вы хотите себе блюшки или готовы мириться с щелчком, особенно за 3700 рублей, ну прям вообще годнота. Спасибо за просмотр, пишите в комментариях, понравился или не понравился вам обзор, а также если вы соберете под этим видео 30к лайков за ближайшее время после выхода этого видоса, то я сразу же начну делать следующий, и вы не будете долго ждать. Пользуйтесь только лучшими девайсами и любите мам. Удачи, пока. Yo, we some motherfucking brain